Холдым, и мы продолжаем проходить. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру The Fog, Туман. И продолжаем погружаться в этот темненький и атмосферненький мир. Честно говоря, это одна из единственных игр, которые так мне интересны, так как тут, ну, кроме Дасквуда, но Дасквуд мне уже поднадоел, из-за этого будем снимать пока что максимум Туман, так как Туман вам еще не надоел. Горбун хнычет, брызнув мелкими бисер... бисеринками слезы. Через мгновение его искалеченное тело сотрясается от рыданий. Обнять. Я повинуюсь импульсу, подхожу к нему и обнимаю. Тише, тише, мы все найдем, не переживай, только не плачь. Ты сможешь показать путь, по которому пришел сюда? Вытирая рукавом сопли, уродец последний раз тяжело вздыхает и кивает. «Дяденька Гол найдет Калты, он обещает». Кивнув, кинув колоду в карман, и я следую за ним. Мы плетемся среди бараков, то возвращаясь на дорогу, то сходя с нее. В основном наш путь лежит во мраке ночи, там, где нет лучей фонарей. Горбун держится увереннее в темноте, словно даже выпрямляется, забывая про горб. Он точно крыса, принюхивается к запахам и сворачивает в нужные переулки. Редкие прохожие едва обращают на нас внимание. Мы останавливаемся возле едко пахнущей мусорной кучи. Первые мгновения я не могу ни о чем думать, кроме как удушающем гнилостном запахе. Желудок болезненно крутит, тошнота подкатывает к горлу. Замечаю плавающую в мутной лужице карту. Поднять. Поднимаю ее. Взгляд цепляется за рисунок на целевой стороне, и, как прежде, страх сдавливает грудь. Вроде ничего особенного, обычная мазня, но пальцы начинают трястись, а в висках вбивают невидимые гвозди. Грозный черный рыцарь, как две капли воды, похожий на белого, размахивает гигантским фламбергом. На доспехах видны царапины и вмятины. Из прорези шлема вырывается зловещий алый свет. И кровь из пластин льется густая, зеленая. Мне кажется, или этот рыцарь мы? Белый рыцарь, черный рыцарь. Тут именно система репутации, та же самая, типа мы можем стать злым или добрым. Мне кажется, это олицетворение тем, кем мы можем тут стать. Стать черным, мерзким, уже не похожим на человека рыцарем, или стать белым рыцарем, добрым и справедливым. Как-то так. Дяденька, идемте дальше. Не будем здесь останавливаться. Гол говорит, что здесь опасно. Да-да, конечно. И снова мы петляем во мраке улиц. Изредка из рваных облаков показывается луна, одаривая нас холодным мертвым светом. Горбун в такие моменты поднимает голову и зло смотрит на небо. Мне же на все наплевать, лишь бы найти недостающие части колоды. Удача улыбается нам, находим валяющиеся карты. Я на них не смотрю, кидая сразу же в карман. Когда хватит смелости, взгляну, но не сейчас. К тому же голова раскалывается от чудовищной боли. Такое ощущение, будто череп ломает. Ощущение, будто череп лопнет. Вот тут я встретил дяденьку, мычит Горбун.
Небольшой закуток между четырьмя бараками. Идеальное место, чтобы спрятаться ото всех. Мы точно нашли все? Наверное, да. Словно в опровержении этих слов возле небольшой горки грязного снега замечаю карту, лежащую рубашкой вверх. Тяжело вздохнув, подхожу к ней и поднимаю. Вы получили предмет колода карт. Не сдерживаясь, смотрю на лицевую часть. Никаких рисунков, лишь надпись, выведенная чернилами. Мы встретимся там, где больше нет запретов. Странные слова. Кто дал колоду Горбуну? Откуда была уверенность, что карты возьму именно я? Может, они мне и не Может, они мне и не предназначены? А сейчас все... А сейчас все выдумал? Проклятие. От вопросов пухнет голова. Я поворачиваюсь к горбуну, рассматриваю. Рассматриваю. Есть одна возможность вытащить нужные воспоминания из него. Возможность увидеть лицо человека с черными стекляшками вместо глаз. У знахаря же получилось залезть в глубины его памяти. Стягиваю перчатки. Позволь мне коснуться, Гол, говорю. Кивнув, Гол подходит ко мне, не подозревая ни о чем. Мгновение и... Нет. Искать нужное, но не давить. Обрывки чужой жизни проносятся мимо меня, жалят, царапают сознание. Большинство из них неясно, под завязки наполнены эмоциями. Я хватаюсь за первый попавшийся обрывок, вскрикиваю от чудовищной боли, накатывает волной тоска. Горбун закрывает локтями лицо, в тщетной надежде защититься от тяжелых сапогов. Из носа течет горячая кровь, левую щеку раздуло. Он хочет крикнуть, чтобы они перестали, но боится выплюнуть выбитый зуб. Мало ли, удастся вставить обратно. Мальчишки смеются, подначивая друг друга. «Бей его!» — кричат они. Давай ему на голову прыгну. Ща горб выпрямлю. Вскоре его оставляют. Его занятия поинтереснее, чем мутузить того. Вскоре его оставляют. Есть занятия поинтереснее, чем мутузить того, кто никогда не дает сдачи и просто хнычет, как девчонка. А он лежит на тающем снегу, расправляется в скудном воображении с врагами. Я одергиваюсь, но мне тут же засовывают следующее воспоминание. Он отомстит всем им. Его кожа до сих пор помнит те удары сапогом, а по ночам... Он отомстит всем им. Его кожа до сих пор помнит те удары сапогами, а по ночам ему снятся кошмары. И до сих пор страшно выходить на улицу. Приходится постоянно оглядываться, вздрагивать от каждого звука. Он подносит горящую дощечку к бараку, огонь медленно, неохотно лижет стену. Вскоре здесь все запылает, а его обидчики, эти поганые мальчишки, умрут. Я вырываюсь из воспоминаний, тут же хватаясь за следующее. Руки прижимают к груди свежие каравай. Одури. Так. Тихо, где горячий каравай, одуряющий. Пахнет выпечкой, рот переполнен слюной. Горбун ускоряет бег. Ну и жестокая жизнь у него. Теперь понятно, почему он таким уродился.
Не дум... Не думать о еде, не думать, это не для него. Нет, они, конечно... Нет, он, конечно, может все съесть в одиночку, но тогда не докажет той красивой девче, девочке свою любовь. И как все удачно сложилось. Из центра прибыло несколько груженных под завязку всяким добром и едой саней. По... Пока взрослые что-нибудь обсуждали, он незаметно стянул одну коробку, а в этой коробке оказался хлебный каравай. Горбун сворачивает за угол, когда ему путь преграждают мальчишки, смотря зло на, смотря зло на губах проз- през- презрительные ухмылочки. Попался! Прижимая каравай к груди, Горбун хочет развернуться, но взгляд цепляется за красивую девочку. Красивую девочку, что стоит чуть позади грязных выродков. Как же так? Я стискиваю челюсти до боли, до хруста. Мне искренне жаль мальчишку. Он не виноват, что родился таким. Но где же все-таки воспоминания со странным человеком, у которого вместо глаз черные стекляшки? Видения кружат и дразнят. Какое выбрать? Подумать о выборе. Не будем спешить. Нужное воспоминание где-то рядом. Присматриваюсь. Кажется, нашел. Дядька смотрит на него. Сразу видно не местная одежда, странная, кожаная. Не телогрейки или меховой шапки какой, а не, ни тебе телогрейки или меховой шапки какой. И как не мерзнет. Длинные белые волосы падают на плечи, лицо мужественное, как у тех героев на старых картинках. Но больше всего внимание привлекают глаза дяденьки, абсолютно черные стекляшки. Хотя, если приглядеться, можно рассмотреть колкие красные зрачки. «Хочешь подарок?» – спрашивает он и протягивает коробку, украшенную витиеватой вязью. Там внутри прячется рыцарь. Горбун кивает, сердце бешено стучит. Тогда передай одному человеку эту колоду. Но помни, отдергиваю руку. Реальность наваливается каменной глыбой, приваливает своим циклопическим весом. Мальчишка-горбун ошарашенно мотает головой, пытаясь прогнать остатки воспоминаний. Прости. И жалость, и ненависть к нему переполняют меня. Дяденька, можно я пойду домой? Вос- Воспоминаю, вспоминаю, вспоминаю про шкатулку, внутри которой прячется рыцарь, и на многих картинках изображен рыцарь. Есть ли здесь какая-то связь? Принимаю решение, говорю. Отдай подарок человека с черными глазками. Несколько мгновений Горбун молчит, затем мотает головой. Нет, дяденька, это мое. Там рыцарь, я должен его вытащить. Не могу. Зачем? Это шкатулка. Это шкатулка проклятия. Разве ты не видел? Ну ладно. Мальчишка смотрит с недоверием на меня. Я не могу, дяденька. Хочешь умереть? Хочешь смерть? Хочешь смерти мама? Смерти маман? Мои слова попадают точно в сердце. Хныча горбун все-таки протягивает мне шкатулку. Я забираю ее и больше не говорю ни слова, ухожу. Ладно, ну зато мы не получили злой репутации. Это хитрость, но зато мы силы не отбирали. Ну зато шкатулка при нас. Шкатулка при нас, товарищ. Поздравляю. Пройдя, пройдусь вокруг дома коменданты, все равно внутрь попасть не получится. Попробую говорливого, отыскать какого-нибудь говорливого стражника. Я уверен, это будет плохо.
Дом коменданта выделяется как яркий алмаз рядом с обычными камнями. Взор приковывают величественные башни, массивные пристройки. По стенам змеется змеятся трубы, образуя странные гипнотические узоры. Огромное огромное водонапорное колесо с тихим скрежетом крутится на своих осях. Подобного устройства я никогда раньше не видел. Застекленные, начищенные до блеска окна горят приятным желтым светом. Наверное, требуется не одна сотня свечей для такого дома. О, дом коменданта. Так, подожди. Подожди, мне надо, мне... Сейчас, я хочу скриншотик. Отлично. Дом коменданта у нас заскринен. Отлично. Я ежусь, потирая рукавицы, в тщетной надежде согреться. Холодает. Редкие снежинки печально ложатся на широкую дорогу передо мной. Вокруг ни души, хотя вышел на центральную дорогу. Видимо, горожане и редкие торговцы предпочитают пересиживать мороза в постоянных дворах за кружечкой хмельной воды. Навстречу мне появившись, словно из ниоткуда, идут два странных типа. Один тощий, кутается в кожаную куртку с меховым воротником. Нижняя часть лица скрывает шарф. Глаза у него глубоко запали, неестественно блестят, как у доживающего свои последние дни больного. Второй тип, наоборот, толстый, едва перебирает ногами. 3 подбородка и огромную вислую грудь не может скрыть даже кожаная куртка. Левая часть головы деформирована, вогнута в череп. Голова деформирована, вогнута в череп, словно кто-то саданул беднягу молотом. Можно ли вообще жить с такой травмой? Опасная парочка. Отойти подальше. Я стараюсь не смотреть на незнакомцев, направляясь на другую сторону дороги, когда меня окрикивают. «Любезный, постойте!» Останавливаюсь. Жду, попробую мирно договориться, наверное же. Подумать не успеваю, перед глазами вспыхивают звезды, чудовищная боль вгрызается в череп. Из носа ручьем течет кровь. Не сразу осознаю. Мне только что саданули чем-то тяжелым по лицу. Очередной удар приходится по спине. Колени подгибаются, и я падаю на снег. Надо мной склоняется странная парочка. Оба хищно ухмыляются. Посмеиваясь, тощий играется с металлической трубой. Видимо, он меня и саданул. Я пытаюсь подняться, но удары сыпятся один за другим. Каждая клетка тела кричит от боли. Корчась, пытаюсь закрыться руками. Помогает слабо. Выбраться не могу. Меня убьют. Проваливаюсь в чернильный мрак забытия. Первое, что почувствовал, горечь и медный привкус во рту. Захотелось сплюнуть и прополоснуть горло водой. Затем пришла боль. Всепоглощающая, неистовая, нетерпимая. Давайте теперь наконец-то в тишине и продолжим. Ой, боже ты. Нормально, я даже нормально не могу записать видеоролик, просто отлично. Затем пришла боль.
всепоглощающая, неистовая, нестерпимая. Стоит чуть шевельнуться, как тут же скручивает, сплющивает, давит. Проскакивают, проскакивает страшная мысль. Неужели все кости переломаны? И почему, и почему вообще еще жив? Или это... И почему я вообще еще жив? Или это мир духов? Пошевелить пальцем. Пробовал пошевелить пальцами. Большой указательный, средний, вроде получается. Могло быть и хуже. А теперь совершу подвиг, осмотрюсь. Тыльной стороной ладони сдираю сдираю запекшийся на век... сдираю запекшиеся на веках кровавые корки. Там, где нахожусь, сумрачно. Однако все равно режет глаза. Фух, не так быстро, спокойно. Помещение небольшое, его едва поместится четверо. Стены влажные, мерзкий черный грибок отвоевал большую часть пространства. С грязных разводов на потолке капает. В углу комнатки стоит горшок для нужд. Несет от него столь сильно, что я чувствую запах даже со сломанным носом. Слабый свет льется из решетки на массивную металлическую дверь. Тьфу. Слабый свет льется из решетки на массивную металлическую дверь. Кажется, я в темнице. И что теперь делать? Подняться. Поднимаюсь, кости чудовищно ломят. Каждая часть тела болит так, будто миллионы невидимых иголок впиваются в кожу. Но удается удержать равновесие. Удивительно, но с каждым мгновением мне становится чуть легче. Сломанный мизинец на глазах самостоятельно выпрямляется. Синяки синяки рассасываются. Из коридора до меня доносятся голоса. Кто же знал? Я вроде на него смотрю, похож, как две капли похож. Но одно рыло же. Такой весь из себя такой весь из себя сладенький, гладенький, холеный. Словом, типичный выходец из центра. А я тебя предупреждал, спросил, давай посмотрим на рисунок. Но ты нет. Дела ждут, это точно он. И что теперь делать? Бедный Йорик мне всю плешь проел. Говорит, попали мы в просак. Можешь в задницу послать своего Йорика? Прикинуть свои возможности. Прикидываю свои возможности. Атаковать в открытую безумие сейчас слишком слаб. Но и просто отдавать себя убить не могу. Ладно, будем действовать по ситуации. Падаю на землю, притворяюсь, что потерял сознание, но сам внимательно слушаю. «Думаешь, командант расстроится?» – спрашивает первый голос. Низкий, с едва заметной хрипотцой. Толстяк. «Думаешь, командант расстроится?» «Да ему вообще насрать», – отвечает второй, высокий и нервный. «Да ему вообще насрать». Тощий, это он так любит жевать слоги. «Слушай, будь добр, заткни пасть», — резко обрывает Тощий. «Башкой своей покумекай, дурень. Или у Йорика своего спроси, не выглядит этот паренек крутым торгашом. Повадки не те». «А как ты повадки-то узнал? Ты же его сразу по голове трубой».
Голоса усиливаются, эти типы направляются ко мне. И что теперь делать? Попробовать договориться с ними? Мол, взяли не того взяли не того дядьки, отпустите засранца. Я никому не расскажу. Ну и избили до полусмерти, с кем не бывает. Нет, придется драться. Вопрос лишь в том, надо ли их убивать, покалечить или же просто вырубить. Вырубить. Решено, обойдусь без убийств. Уроды даже не поймут, как я их отправлю в отключку. Замок громко щелкает, дверь распахивается, меня обдает легким приятным ветерком. Свет бьет в открытые веки, в закрытые веки. До сих пор без сознания лежит, говорит Толстый. Уже 3 дня прошло. Поди сдох. Это упростит все, отвечает Тощий. Так и так придется его кончать. Труп ночью на свалку, железный птиц отнесем. Обыграем, будто ограбили его местное... Обыграем, будто ограбила его местная шелупонь. Никто не подкопается и не подумает ни на нас, ни на команданта. Здорово ты договорить он не успевает. Я вскакиваю и впечатываю кулак склонившемуся тощему в челюсть. Раздается хруст. Затем подскакиваю к Толстому. Наношу серию ударов по груди. Но тут же все идет не так. Странный жар охватывает меня, лишает сил. Колени едва не подгибаются. Проклятье! Что происходит? Нависающие надо мной бесформенные массы толстые растягивает тонкие губы в жабьей улыбке. Ударит солнечное сплетение. Собрав все силы в кулак, я бью его в солнечное сплетение. Покраснев и опуская слюну, жердей складывается пополам. Пока ублюдки не очухались, выбегаю на свободу. Первое, что бросается в глаза, узкий коридор, бесконечно тянущийся в обе стороны. В настенных нишах горят факелы, напротив них металлические двери. Темницы. Наверное, большая часть из них пустует, иначе здесь бы обитали все жители города. Бегу вперед, за спиной раздаются злые вопли. У жердяя нет шансов меня догнать, а вот Тощий... Его стоит опасаться, да и помимо них здесь в тюрьме есть еще стражники, экзекуторы и бог знает кто еще. Тут же в голову ударяет страшная мысль. Если у тех типов есть арбалеты, то в абсолютно прямом коридоре мне конец. И поэтому, когда появится по правую сторону проем, ныряю в него без раздумий. Утоптанная каменная земля под ногами сменяется грязной плиткой. Потолок становится ниже. Где я вообще? В нескольких шагах от меня из-за угла показывается стражник, доспехи из кожаных пластин, сапоги до колен. На поясе висит полуторный меч в простых деревянных ножнах. Какой оглушить, разумеется. Но, честно говоря, какой-то страшный у них. Я думал, у них стража будет в железных доспехах. Не? Это ненормально? Я подскакиваю к врагу и без раздумий впечатываю его голову в стену. Тот теряет сознание. Нечего ждать. Ничего, жить будет, но синяк получится приличный. Продвигаюсь вперед. Щадим, будем щадить. Я не хочу становиться злодеем и резать их направо и налево. Это весело, как я и говорил, но не по мне. О, я чуть не стал убивать все, что движется. Стражников не так много, поэтому либо обхожу их, либо оглушаю. Коридоры сменяются коридорами. В этом лабиринте можно блуждать бесконечно. До ушей доносится
пробирающие до костей крики и стоны узников. К тому же воняет здесь столь сильно, что к горлу подкатывает тошнота, омерзительное местечко. И как с ним связан командант? К тому... Спокойнее, Йорик. Он далеко не убежит, мы ему отомстим, правда? Этот урод от нас никуда не денется, мы ему ребрышки-то пересчитаем. Ох, пересчитаем, мой друг. Узнав высокий голос Толстого, прижимаясь к стене, осторожно выглядываю. Ублюдок тащится в мою сторону. В левой руке держит человеческий череп, маленький, стальной цепью прикованный к поясу. Йорик, это же... Это же надо было так вляпаться. А я ему говорил, убеждал, доказывал, все без толку. Если команданты узнает, с нас 3 шкуры спусть. С нас 3 шкуры снимут, не пожалеют. Прижимаю ладонь к груди. Неужели жердя разговаривает с черепушкой? Боги, он еще более сумасшедший, чем думал. Ну, вообще-то нет. Блин, представь, ну, я не знаю, это более-менее нормально. Честно говоря, мне этот жердей кажется гораздо более разумным, чем тощий. И не вижу его подельника тощего. Наверное, разделились. Или поджидают у выхода. Вот скажи мне, Йорик, мой друг, долго ли нам еще бродить по этим темным коридорам? Эх, сейчас бы завалиться в таверну, да заказать у сисястой красотки хмельной воды и расслабиться за столиком. Пообещать никого не убивать. Принимаю решение, ублюдков убивать не буду, а вот покалечить могу. Мое тело более-менее пришло в норму, ничего вроде не болит. Левое колено, правда, стреляет, но справляюсь. Как только жердяй выходит из-за угла, бросаюсь на него. Чудовищный жар охватывает меня, перед глазами все раздваивается, расплывается в мутных кляксах. Я будто оказываюсь под водой, не понимая, где нахожусь и что происходит. Толстяк большим размытым пятном нависает надо мной. А вот и наш беглец. Его голос кажется далеким, словно доносится за миллионы шагов отсюда. Посмотри, какой он слабенький, Йорик. Вот-вот распластается перед нами. Ути-пути. Взор более-менее фокусируется на черепушке, которую держит в руках жердяй. Довериться интуиции. Я смогу. Нужно лишь довериться интуиции. Делая чудовищные усилия, сбиваю кулаком бедного Йорика. Тот вылетает из рук толстяка и вырезается в стену. Костяные осколки сыпаются на пол. Пронзительный визг прокатывается по коридору, отдаваясь уголками боли в ушах. «Йорик, мой бедный друг! Нет! Что ты наделал?» Вырубить. Покачиваясь, подхожу к толстяку. Тот, к удивлению, падает на колени и, как ребенок, плачет над частями черепа, пытаясь собрать осколки. Ну же, надо вырубить его, пока есть шанс. Блин, мне жаль его. Блин, я хочу переиграть. Я хочу переиграть и спасти Йорика, мне его жаль. Блин, надо было атаковать. Почему так тяжело? Еще совсем недавно чувствовал себя нормально. Разворачиваюсь и ухожу, точнее ковыляю. За спиной раздается хныканье жердяя. На какое-то время его обезвредил. Хотя мне просто повезло. Будь на его месте кто-нибудь другой, тот же тощий, я бы уже валялся с перерезанным горлом. Вскоре вижу массивную деревянную лестницу, ведущую куда? На свободу, конечно. Странно и подозрительно, что ее никто не охраняет. И получается, я все это время был под землей? Или лестница ведет на 2-й этаж, пока плутал здесь, ни разу не натыкался на окна. Проклятие. Что делать? Ну а это мы уже решим в следующей серии. Но, честно говоря, это, мне кажется, это будет... Я понял, я назову серию в честь Йорика.
Именно так и будет называться серия. Если уж я нечаянно погубил невинную жизнь Йорика, то его нужно хоть как-то отправить в последний путь, и в честь него будет называться серия. Ладно. Вот надеяться, вам понравилось. И интерес к этой игре еще у вас не пропал. Скоро выйдут другие игры уже на компьютере. У меня там новые вещи подкатили по поводу техники. Попробую их протестировать. Если все будет нормально, то выпущу пару видеороликов уже с компьютера. Ну, еще я поработал над записью, над программой по записи. Возможно, что-то да выйдет. Буду на это надеяться. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки. Пишите комментарии с предложениями новых игр, так как последнее видео как раз таки было предложено игрой. Можете, если хотите, предлагать такие игры, они хотя бы как-то разнообразят канал. Вот. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на дискорд сервер по Доки-Доки, буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!